Три самых важных события ближайших 7 дней. Здравствуйте, меня зовут Юля, и я рада приветствовать вас на своем канале. Пока свою колоду благодарю, как всегда, благодарю и не буду забывать об этом, потому что я безмерно благодарна то, что меня окружают замечательные люди. Это шикарнейшее комьюнити, которое организовалось как и организовывают эгрегор данного канала. Потому что, девочки, мы развиваемся вместе с вами, и дорогие мужчины, которые тоже смотрят этот канал. Я думаю, что с вами мы просто можем перевернуть, что-то сделать очень хорошее в этом мире. И, во-первых, наладить каждая из вас свой поток, да, свою жизнь именно в том русле, которое необходимо. И я уверена, что, подписавшись на данный канал, у нас такое происходит, у нас у людей меняются жизни. Поэтому милости просим к нам на огонек. У нас здесь хорошо, замечательно, магично, интеллектуально, развивающе, по-всякому. Иногда строго, иногда не очень. Итак, мои хорошие, смотрим. Благодарю за лайки, благодарю за комментарии, за то, что вы всегда оставляете какой-то маленький след, а еще, естественно, за то, что финансируете мой канал и понимая то, что в ваших жизнях происходит, вот буквально самое лучшее реализуется из данных раскладов моих. И я в это не то что верю, я верю в то, что Вселенная вам воздаст в разы больше. Вот. Но по вашим отзывам и по тому, что вы мне даже в личку пишете, все постараюсь читать, вижу, что жизни меняются, кардинально меняются. Поэтому спешите присоединяться к нам. Ждем всех, рады всем позитивным людям. Итак, поехали. 3 самых важных события этой недели, ближайших 7 дней. Хочу взять это за систему, постараюсь как-то делать это, возможно, в субботу либо в воскресенье и смотреть на ближайшие 7 дней. Итак, смотрите, можно смотреть 3 варианта, выбрать для себя интуитивно какой-то один, да, проверить свои интуитивные способности, или же просто посмотреть весь расклад, возможно, 3 события у вас и произойдет в течение этой недели. Итак, самое важное событие, одно из самых важных событий недели в течение 7 дней. Первое. Самое важное событие. Второе. И самое важное событие, одно из самых важных событий, третье. Можете загадать 3 варианта. Тут можно и так. Посмотрим. Итак, смотрим первый вариант. Это что за нехочуха у нас тут? Важное событие такое. Что ж тут такого важного в этой 4 кубков? Вам дают, а вы не хотите. Вам уже прям по горло. Вы по горло сыты какой-то ситуацией. Что-то вам уже совсем не хочется продолжать какое-то, возможно, не понравившееся дело, не понравившийся диалог. Что-то, то, что вам захочется избегать, игнорировать. Постараться не заметить. Еще вариант. Сейчас будем смотреть, потому что я вижу, что здесь вам могут что-то протягивать, буквально высшие силы что-то предлагать, да, либо кто-то предлагать, да, но у нас всегда любой человек, встречающийся, как может еще Бог что-то предложить, только через человека, да, встречающийся на вашем пути жизненном. Вот, поэтому будем сейчас смотреть, что это нам такое хотят сказать. Ситуация. Да, интересно. Смотрите, вы о чем-то мечтали, и вам буквально дают этот шанс. Что это такое интересное? Возможно, касательно денег. Смотрите, 9 мечей. Это что такое? А вы за голову беретесь, вы не знаете, что с этим делать. Вот знаете, такое ощущение, что вам и так много, вам дают, и вы думаете, нужно вам это брать или не нужно. Вроде как и просила то, что хотела. Вроде как и идет, не знаю, знаете как будто бы транзитом. А вы понимаете, что вы мечтали об этом, но это вам доставляет только головную боль. Я не знаю, то есть вам что-то дают, вы когда-то заказывали у Вселенной какой-то для себя
подарочек, да? Вам это протягивают, а вам от этого уже нехорошо, вам это не нужно. Вам это только доставит хлопот. И вы просто в недоумении, вы не понимаете, оно, не оно, хотя мечтала об этом. Но оно вам не нужно. Что это может быть, девочки? Смотрите. Знаете, такое ощущение, что какие-то транзитные деньги. Вы вроде как заказали заказ. Сейчас как пример могу сказать, да? Сделали заказ Вселенной. Мне нужны деньги на карту. Да, до такого числа. Сумма такая-то. И вы знаете, Вселенная дает вам эти деньги. Но они не ваши, они транзитом должны пройти и кому-то послужить другому. Как пример. То есть ситуация именно такая. Вы о чем-то мечтали, что-то хотели, но ситуация, когда вам просто крайне это не нужно. То есть вам только головняк предлагают какой-то. А вы отказываетесь от этого. Постараетесь как-то уйти, увильнуть, обойти эту ситуацию, не заметить, проигнорить. Вот что-то такое. Ну хорошо, давайте еще раскроем это. Да, это что-то касательно денежек. Это ваша... Почему у меня прям пентаклевая энергетика здесь идет? Вам это не нужно, вы уйдете от этой ситуации. Почему? Потому что здесь вопрос стоит в том, что вы берете на себя как ответственность за себя больше и говорите, что сами себе, что вам эта ситуация принесет только что-то неприятное, ненужное. Поэтому, отказываясь от этого, принимаете на себя некий огонь, наверное. Тут даже не так. Смотрите, ситуация в чем? Вам нужно сохранить спокойствие. Ради сохранения своего спокойствия, потому что здесь по иерофанту, я не знаю, сейчас посмотрим. Да, это все-таки благосостояние. Вам нужно выйти из ситуации так, чтобы у вас осталось о вас осталось хорошее впечатление. И вам придется от чего-то отказаться. От чего-то отказаться, дабы сохранить большее. От чего-то отказаться, да, дабы сохранить то, что есть. Вы уйдете от этой ситуации. Ну хорошо, и как итог? Как итог? Здесь может касаться и отношений, например, да, то есть вы хотели переговорить с каким-то человеком, да, чтобы он приехал, но вы не готовы к этому разговору, да, то есть ситуации, видите, у всех могут быть разные, хотя тут пентакли, да, проигрываются. Но у некоторой части людей может проиграться ситуация с отношениями, с людьми, с мужчиной, либо отношения с близкими, с друзьями, но у вас такое, знаете, вы захотите побыть сама, да, сама, либо сам. Как интересно здесь получается. Как-то уйти от этой ситуации. То есть не захотите либо общаться с человеком, хотя вы хотели, вы мечтали об этом. Либо уйти от именно той ситуации, которую вам предлагает жизнь на данный момент. Типа ты просила, получи. А вы, оказывается, да, просили и четко, дословно вам исполнили, но, оказывается, вы не учли какой-то маленький такой нюансик. И вот этот маленький нюансик послужил тем, что вот вышло это в девятку мечей. Знаете, как тут говорят о том, что правильно загадывайте желания, чтобы когда, учитывая какие-то мелочи, потому что Вселенная всегда идет легким путем. Просили что-то, она дает. Но дает именно в том виде, который легче, да, то есть чем быстрее получите вы, тем для нее, как-то, наверное, лучше. Вот, поэтому она сама сейчас вас учит, нас учит, да, чтобы мы, если не получили вот то, что хотели, сейчас, протягивая, хотели, благодарю, я это говорила, да, я это хотела, но я хотела немножко по-другому, поэтому спасибо, принимаю, но в следующий раз именно в таком виде, как я хочу. Потому что Вселенная тут что-то вам пытается реализовать, а у вас от этого девятка мечей. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не ругайте Вселенную, не нужно. Не будем ругать Вселенную за то, что она исполняет желание. Просто поблагодарите, потому что это же все равно она считает, что это подарок. Вот. А вы злитесь, а вы переживаете. Девятка мечей, не нужна. Вот. У вас получится как-то обхитрить, обойти эту ситуацию, выйти не просто сухой из воды, а победительницей. Победительницей.
Да, карта победителя, карта императрицы, хозяйственная женщина. Женщина, которая на высоте. А если это касательно какого-то молодого человека, то он увидит в вас эту победительницу. И либо ситуация просто разрешится полюбовно. Вот такая здесь ситуация. Вот такое важное событие. Оно вам покажется незначительным, потому что здесь выпадает вообще маленький аркан, это 4 кубков, говорящий нам о том, что что-то незначительное. Вам покажется это незначительным, но Вселенная, для Вселенной это окажется значительным, потому что она вам дает какой-то подарок, который ей кажется, что вот то, что она хотела, она вам реализует. И поэтому для вас сейчас значительным является то, как вы отреагируете на этот шаг, да, на то, что вам Вселенная дает. Хорошо, что-то нужно знать еще в этой ситуации? Скажите нам, пожалуйста. Туз. Сначала туз, да, теперь паж. Вот смотрите, она говорит о том, что, естественно, это значительный, да, аркан, чем те арканы, которые выходили до. Почему это у меня зарядка должна идти, она не идет. Ладно, думаю, хватит заряда. Вселенная говорит, что при правильной реакции на данную ситуацию, от того, как вы отреагируете, последуют следующие какие-то участия. Да, опять подарочная карта, да, подарочный аркан, который говорит, что еще готова дать, если вы правильно отреагируете, правильно подскажете Вселенной. Главное, правильно во Вселенную отдать запрос. Очень важный урок и очень интересный. И как я вижу, что мне кажется, что то, что мы сейчас услышали, является важной составляющей вообще нашей жизни. Потому что то, как мы реагируем на то, что дает нам Вселенная, в итоге очень сильно влияет на то, что мы будем получать впоследствии. То есть нужно реагировать. Да, императрица, но нужно реагировать. Смотрите, здесь показали короля кубков. Каким образом? Любя, с одной стороны, свой мир, да, свою вселенную, мир, который дает вам что-то, с любовью к миру предъявлять свои претензии. Да, то есть говорить, нет, я хотела именно такое, но спасибо за то, что дал этот мир. А вот такая ситуация будет. То есть и тогда по пажу здесь идет уже следующий шаг. То есть Вселенная запомнила, что вы поблагодарили, но сказали, что хотите большего, да, хотите не так, хотите другим способом, другого человека, другую транзакцию, сумму, другое, вот по-другому. Благодарю, но я хочу вот по-другому. И Вселенная говорит, что я приняла, даже могу тебе дать больше. Вот так вот. Вот так вот. Посмотрите, королева кубков. И не блокируйте вот этот поток благодарности во Вселенную. Вот такой вот интересный урок из данной ситуации. Классно, девочки. Подписывайтесь, и мужчины. Подписывайтесь, пожалуйста. А еще совет хочу на итог. Совет. Правильно, сохраняйте гармонию, и вы получите больше. И Вселенная вас продвинет по колеснице еще дальше, еще больше. И даст по колесу фортуны в миллион раз больше. И столько раз, сколько вы запрашивать будете. Понимаете, колесо фортуны — это бесконечный ритм, бесконечный оборот этого колеса. Будьте всегда на этом гребне волны. Классно. Если здесь любовная сфера, смотрите, она вам просто пошлет того человека, который нужен, если вы получили того, кто вам не подходит. Тут так, либо глобальное что-то, да, прям вот судьбы двух людей, либо что-то мелкое. Но в этом мелком тоже есть глобализм в том, что здесь есть урок от Вселенной, который вы с достоинством можете пройти. Или не пройти, если не услышите этот расклад. Вот.
Вот так вот. Хорошо. Благодарю за просмотр этого варианта, либо этого события. Посмотрим следующее. Второе событие. Что это у нас за событие? Будем смотреть. Туз кубков. Наполненность. Счастье. Начало чего-то, начало какого-то действия, которое вам приносит просто вдохновение, шикарные эмоции, переполненность, вот такой, знаете, как вы счастливы, у вас все хорошо, вы наполнены, и вы можете даже как дарить, рассеивать эту энергию на всех, кто рядышком находится. Вот такое состояние здесь мне показывают. Может быть, это следующий этап, да, либо следующее событие, которое будет исходить из того, если вы пройдете интересно здесь урок. Благодарю Вселенную, да, за то, что она мне дала и преподала вот такой урок через этот расклад. А теперь смотрим. Наполненность ваша будет выше крыши. А что же это такое? Что же это такое нам хотят сказать? Угу. А сфера какая? Сфера какая? Ну, тут смотрите, тут не так сфера, как именно ваше эмоциональное состояние. Здесь показали не сферу, здесь именно тоже общий такой расклад для любой сферы. Например, здесь говорят о том, что у вас было эмоциональное состояние, вот так я сделаю, потому что здесь, видите, абсолютно противоположные арканы. Девятка мечей — это когда абсолютно, ну как, минус по эмоциям, когда совсем плохо, когда нет энергии, нет сил, ничего не понятно, ничего не хочется. Голова начинает просто, вот знаете, вот тут красная, тут прическа, да, это прическа все-таки. Красная прическа обозначает, прям вот там в голове проходят эти все процессы переваривания до такой степени, что прям горит голова уже. Хотела сказать, может, кто-то покрасится в красный цвет. А кто его знает? Может, это и так нам хотят сказать. Но тут больше вот глобального, да, в том, что была ситуация по пятерке пентаклей, когда вы были в полной такой застойной ситуации, без обездвиженности. Здесь полный кризис такой чувств, эмоций, кризис состояния. Эмоциональная такая приниженность, ощущение бедноты, чувств, либо всего. Если касательно чувств, да, то у вас на исходе были ресурсы. Тут полное безресурсное состояние. Точно так же, если касательно какой-то работы, действия, события, общения с человеком, то, что у вас вызывало именно безэмоциональность такую, и тяжко, грустно, непонятно, именно бедность самой ситуации. Ну и тут девятка мечей, да, выпавшая в контраст кубковой карте, говорит о том, что было нелегко, но вы победили эту ситуацию, и вот после этой победы, да, смотрите, здесь тут же перекрывается это восполнением этих чувств, переполненность. Тут четко идет, видите, ограничение такое, да, есть граница между темно и ярко, светло. То есть после самого темного времени суток приходит самый яркий рассвет. Посмотрите, какие светлые карты следующие. Солнце, победитель, шестерка и туз кубков. Ситуация, которая вызывала в вас негативные чувства, вызывала в вас смущение такое, вы не понимали, как действовать, как двигаться, куда идти, вам было очень плохо, могло доходить даже до панических атак. Тут девятка мечей с пятеркой пентаклей, это крайний такой случай, да, когда вас нужно было спасать. Это могли быть старые отношения, и что-то происходило там. Это могла быть ситуация, вызванная в денежной сфере, и что-то было не то. Но смотрите, события ближайших 7 дней говорит о том, что у вас эта ситуация перекроется наполненностью, что-то решится, что-то совсем очень быстро разрешится. Вы выйдете победителем в этой ситуации.
Вы не могли что-то решить, вы испытывали такую, знаете, скудность даже, возможно, какого-то интеллектуального процесса, просто тупили, сидели. Это как тоже вариант, да, и все-таки вы победили эту ситуацию. У вас все получилось. Возможно, кто-то работал над каким-то проектом и брался за голову, что мамочки, я не успею там вовремя, я не успею сделать заказчику какой-то, выполнить заказ, я не успею, не успею, не успею. Вам просто, вы понимали, что ресурсов не хватит, но тут вам говорят, что успокойтесь. Тебе этот расклад дан для того, чтобы ты услышала, что у тебя абсолютно все хватит. У тебя хватит наполненности, вдохновения для той работы, да, для тех событий, которые будут идти. Вот такие ситуации. У вас будет победа. Солнце, победитель, туз кубков. Да что тут говорить. А вы выйдете победителем из той ситуации, которой подумали сейчас. Та ситуация, которая у вас сейчас вызывает девятку мечей и пятерку пентаклей, да? То есть, когда требуется буквально помощь со стороны, но вы выйдете, вы сама это сделаете, сам это сделаете. Все карты эгоистичные, один, да, то есть тут победитель, он тоже один, все ему в хвалу дают. Туз кубков тоже единичка. И здесь, естественно, солнышко, наш 19-й аркан, который говорит о том, что это эгоистическая такая тоже карта, которая вы засияете, вы сами себе докажете, что вы сами смогли это сделать. Ну вот так. И никакой помощи, и в принципе, это не потребуется. Еще, что нам нужно знать по этой ситуации? Что нужно знать по данному событию этой ситуации? Но я так и знала, что вот с нами будут, на этом канале с нами высшие силы говорят только так, глубоко, как-то очень даже поучительно. Мы должны там где-то что-то знать, и еще и теперь знаем, как реализовывать желания. Вот. Так, по этой ситуации, что нужно еще нам знать? Подскажите, пожалуйста. Что нужно знать по этой ситуации? Что нужно знать? Так, немножко опять закрываю. Карты красивенные, но, блин, парочку карт есть. Что нужно знать? Так. У кого-то, да, это были отношения. Вы будто бы что-то разрушите. Для начала вам покажется, что вы разочарованы, но вы уберете это. Вот дотла сотрется что-то. Вы не будете закрашивать беду, а вы конкретно соскребете старую краску, да, до чиста отшлифуете эту ситуацию, это событие, вот до чиста. И будет новое движение, новая энергия, новая жизнь именно в этой ситуации, в том, о чем вы вот подумали сейчас. То, что сейчас в голове у вас по поводу вот этого расклада, да, фигурная карта, и здесь, которая говорит, что это может касаться какого-то мужчины у многих. Кто-то на работе с начальником, кто-то на работе с коллегой, кто-то с мужчиной, который в жизни вашей, да, присутствует. В эту ситуацию победите. Вы ситуацию победите. Если касательно финансовой проблемы, либо вообще какого-то, опять же, проекта, это ваш проект, это ваша победа, это то, что вы сможете сделать, знаете, так логично, круто, по-мужски. Ну, тут вот так вот. Всем рассказали, что и как. Еще что нам нужно знать? Угу. Говорят, немножечко подождите. Стабильность вернется. Тут просто уже объяснение. Стабильность вернется. Пробуйте делать такой рискованный шаг вперед. Это как дополнение к тому, как переход, да, переходной, как из этого состояния перескочить в это. Просто делайте, просто действуйте. Вот как ребенок, он же, не получается, он же входить в первое время, когда он не получается у него ходить. Он не берется, не садится, не берется за голову, что вау, ни черта не получается, не пойду и не смогу идти. Нет же. Дети более мудрые, оказывается, потому что у них нет такого процесса мыслительного, ненужного иногда, да, которым обладают взрослые.
Он просто встает и идет, встает и пробует еще раз. Вот так по-детски, рискуя, как будто бы рискуя, мы тоже двигаемся по жизни, и только тогда можем пройти какой-то путь, а не просто сидеть и обездвиженным, да, смотреть, отворачиваться от страха своего. Тут человек идет смело, смотрит на свой страх, в свой страх и смело, тупо идет. И проходит сквозь него. Стабильность будет достигнута. Будет достигнута. Я не знаю, зачем это вырвалось, я заметила слово, которое мне потом будут вспоминать в комментариях. Но это такое дело. Даже вырезать не буду, потому что если оно вылетело, значит вылетело. Значит, оно вылетело, трансформировалось и растворилось. Так, и что же, советы. Посмотрим советы, что там за урок мы извлекаем из данной ситуации. Ведь каждая ситуация, каждое событие — это все равно какой-то урок. Так интереснее жить. Урок, игра. Правила игры нужно знать, да, чтобы жить. Так, что за урок и советы? Что тут нам хотят сказать? Но эта ситуация вас закалит, вы окрепнете. Вы, во-первых, окрепнете, да. А по большей части эта ситуация сделает вас настолько мудрой. А это мудрость, которой вы не будете восхваляться. Вы просто будете знать, что вы теперь обладаете особенными знаниями, которые вам помогут дальше шагать по жизни. Абсолютно с другими энергиями. Вы будто бы создадите что-то такое особенное. Да и людям вокруг вы покажетесь спокойной с личностью, которая может совладать с собой и решить любую проблему. Угу. Совет. Интересно так разговаривают с нами сегодня, да, девочки? Совет. Но у кого-то это касается все-таки мужчины. У кого-то это касается мужчины. Эта ситуация может касаться мужчины. Не у всех, но может касаться. А мужчина из прошлого, который может идти в вашу жизнь. Да, вам было больно, но ситуация приобретает другие краски, абсолютно другие краски. И вы сможете показать свое солнышко, выйти победителем. Как будто бы, знаете, вот была ситуация, когда вас вогнали в эту девятку мечей, и вы не понимали, что происходит вообще в жизни и вокруг вас. Вы не понимали, почему так происходит, насколько Вселенная, возможно, неправильно поступает. Но оказалось, нет, вас эта ситуация настолько закалила, укрепила, что вы стали вот мечевой королевой. Она в обиду себя больше не даст. И встретит любого человека, который нанес раньше ей вот обиды, достойно. Ну или хотя бы достойно, спокойно скажет. Вы владеть будете ситуацией. Будете владеть этой ситуацией. Теперь вы решаете жизнь отношений. Вы решаете, как разрешится та или иная ситуация. Для кого-то это все-таки касается мужчины, который идет в вашу сторону. Видите, как сразу это не показали, да, но вполне возможно. Вполне возможно, тем более кубковая карта в начале говорит о том, что, скорее всего, это что-то касается чувств. Но не у всех. Тут все равно идет разница, потому что сразу мужчина не выпадал. Итак, смотрите, ну в данной ситуации вы тоже, если прислушаетесь, да, к каким-то советом, возможно, либо сами знаете. Вы вообще сами знаете, всегда внутри вас есть ответ. Потому что вы императрица, вы понимаете, как действовать в той или иной ситуации интуитивно, да, по карте жрица. И эта интуиция вас делает, ставит на ступенечку выше самой ситуации, выше, чем вы были, да, допустим, тот же час назад, день назад, год назад. Вы стали другой. И к вам уже просто так, ну не подойдешь, да, просто по-легкому. И вы смело можете идти, смело рисковать, смело действовать. Вот такая ситуация.
Расскажете, какие ассоциации были и что это за ситуация могла бы быть у вас, девочки. С удовольствием прочитаю. Так, хорошо. Благодарю за просмотр второй ситуации, второго события. Смотрим следующий. Ох, сейчас у меня как отключится. Секунду, все-таки я попробую. Есть. Включилось. Отлично. Значит, мы допишем это видео. Третья ситуация, третье событие. Ну, тут праздник на все 100. Какой-то праздник, может, будете отмечать. Что-то будет у вас приятное времяпровождение. Может, с подругой, либо, если смотрит мужчина, с другом соберетесь. Тут однополые, да, праздник. Но здесь может, конечно, по-разному проигрываться. Какой-то праздник устроит ваш молодой человек. Устроите с подругой, сядете, посидите. Что-то будет такое приятное. Даже вплоть до семейное какое-то маленькое торжество. Вы будете ощущать себя очень-очень весело. Тут аркан веселья. Будем смотреть. Касательно чего, что это за событие, что нам хотят рассказать. Очень интересные уроки мы сегодня прям получаем. Ну, еще одна такая же. Ух ты! Одни кубки. Оп, а это что такое? Вы так загуляетесь, что можете прям впасть в десятку мечей? Закончится что-то у вас. По окончанию чего-то у вас будет праздник. Семейный праздник может быть, кстати. Что-то у вас закончится, какой-то проект, возможно. Вам будет очень комфортно. Но мне смущает то, что десятка мечей выпадает после. Почему десятка мечей? Ой, тут говорят, знаете что? Тут предупреждение сразу. Вам будет хорошо, весело, такая наполненность будет. Касательно любого события, любого, не только семейного, настолько интересно и шикарно вы будете себя чувствовать, что, пожалуйста, говорят вам, вовремя остановитесь. Здесь что-то касательно... А кто у нас тут главный участник? Жезлы. Главный участник. Понятно. Смотрите, здесь манипулятор мужчина с подарком может быть, со своей жезловой энергией. Видите, как красиво выходит? Кто зачинщик этого всего? Тут вам может устроить праздник, в принципе, молодой человек, пришедший к вам с каким-то особым предложением. Б. Подарком. Что-то хочет вам сказать, предложить, либо дать. А жезловая энергетика, которого и карта манипулятора, здесь я вижу именно такое. Потому что десятка мечей не просто так, да, выпадает. Не просто так вам Вселенная говорит: стоп, остановись вовремя. Не сделай шага лишнего. Прими всю эту тройку мечей. Но когда будет выходить, видите, как идет? Тройка, девятка, десятка. Тут, знаете, как на рост. Идет на всплеск эмоций, больше по нарастающей. Вовремя уходите. Вот десятка закончилась. Не дайте десятке перейти, например, в пажа. Потому что потом будете чувствовать себя в пажах перед королем. Здесь что-то касательно мужчины. Может быть мужчина. Видите, как фигурная карта здесь идет единственная, но она может касаться и не мужчины. Здесь короля не вижу. Хотя нет, смотрите, девочки, король кубков. Это мужчина вам устраивает некое событие, некий праздник. И вот так вот. Вселенная говорит: внимание, вовремя остановись, уйди. Смотрите, уйди. Вот так Вселенная вам говорит. Вовремя удались. Где-то было, девчонки, уже в каком-то раскладе, и не раз вам говорят вовремя удалиться. По-моему, вот это событие, о котором нам говорят, сейчас очень скоро должно произойти у кого-то. Девочки, смотрите, еще такой момент. Все эти гадания, интересная вещь тем, что у кого-то это уже проигралось. И я заметила, вот как вы комментируете, у кого-то проигралось. Представляете, как бывает? У кого-то проиграется в течение именно того периода, который загадан, у кого-то еще позже. Поэтому временные рамки, тут, знаете, как, особенно когда мы на такую большую аудиторию смотрим, это очень несерьезно. Но само событие можно извлечь из этого максимально 100% результат. Понимаете, как просмотрев то, что вам хотят сейчас сказать.
Да, это касательно мужчины, который вам хочет сделать праздник. Мы его достанем. Он вам что-то напишет, возможно, до того, как устроить вам праздник. Пользуйтесь тем, что вам дают. Пользуйтесь, принимайте. Но на пике сделайте, помашите платочком и уйдите. Просто в закат. Уйти в закат. Я думаю, что тут понятно, и у каждого проиграться абсолютно по-разному. Но сама суть, сам костяк понятен. Есть скелет, пожалуйста, пользуемся. Мясо наращивает каждый свое. Потому что тут какой-то манипулятивный ход, видите? Он вам многое хочет предложить. Получив, естественно, то, что хочет. Это какую-то физическую близость, скорее всего. Ну, не вопрос, не вопрос. Тут момент такой, знаете как, на самом пике, пожалуйста, сделайте обратный шаг. Скажите, как Золушка убегает, туфельку теряет, вот что-то в этом роде. И тулит быстренько-быстренько домой. Господи, что я так жаргоню сегодня, девчонки, не знаете почему? Кто-то такой слушает меня такой, тоже жаргонит, наверное. Сильный кто-то. Хорошо, давайте посмотрим еще советы по этой ситуации. Если не поняли, еще раз прослушайте. Я думаю, тут все понятно, еще раз прослушав. Если не уловили ниточку, еще раз прослушать надо. Так, давайте смотреть. И чтобы вот как-то в стабильность прийти, то есть тут говорят, по сути, уходи, тебя дома ждут. И тогда этот человек по-другому будет как-то относиться, потому что здесь идет момент вот именно отношения с человеком, с мужчиной. Смотрите, видите, как разрушение какое-то. Это что такое? Семерка мечей. Ну вот. Это такой хитрый ход. И вы должны по семерке мечей, как лисичка, здесь поступить. Он со своей стороны немножко хитрит, ничего не скажу. Ничего плохого он вам не несет, я вижу. Он вам делает праздник, и, пожалуйста, пользуйтесь этим. Но вовремя удаляемся. Золушка была права все-таки. Ускакала, а принцу осталось только что с этой туфелькой искать ее по всему миру. Вот что-то такое. А что вам оставить? Ну уж смотрите, не знаю. Впечатление лучше всего оставляйте о себе. Интересное, правильно, зажигающее и сладкое. Когда хочется еще этой сладости. Так, хочу посмотреть совет или урок. Покажите, пожалуйста. Совет или урок. Девчонки, если нравится такой формат, потому что я бы хотела поставить на поток такое вот тоже нестандартное что-то. Совет или урок. Опачки, смотрите, дорогие мои, не перешагните все-таки вот эту десятку кубков. А если перешагнете, вот это, знаете как, перескочили уже. Вот королева жезлов, это перескочили. Откажитесь от этого. Что, если не получится, да, то тут девятка мечей как раз и вполне возможно. Ну, смотрите, в любом случае, говорят вам, не загоняйтесь. Даже если делаете ошибку, делаете ее вот с такой гордо поднятой головой. Ну, сделали ошибку. Ну, вот, а любая ошибка, она не ошибка. Если вы, конечно, потом себя корите и включаете вот это состояние по девятке мечей, тут видно, тут даже говорить не нужно. Да? Голова горит, мозг кипит, вы сами себя нагнетаете, сами себе эти мечи куда-то вставляете. Мы же не йоги до такой степени. Не нужно потом себя мучить, не нужно себя корить, исследовать как-то, махать мечом. То есть не маши мечом после самой драки. Не нужно себя мучить. Не нужно себя обвинять. Чувство вины – самое паршивое чувство, которое вообще нам прививают неосознанно наши любящие родители изначально. Вот оно не нужно, не нужно. Да и мы тоже несем это потом нашим детям. Тоже неосознанно. Ну что ж, так оно в принципе есть. Жизнь есть жизнь. Но наша задача сейчас принять этот урок, который здесь был, и взять из него самое важное, сам сок,
и воспользоваться. Ну, у вас хватит осознанности, у вас хватит знаний, и это знание есть у вас, уже есть. А вы сейчас приобретаете именно то знание, которое нужно для прохождения уроков какой-либо ситуации на этой неделе. Вот так вот. Ну что ж, вооружились, все приняли. Пускай теперь, как проигрывается, расскажите мне будет очень интересно узнать, у кого как, у кого какая ситуация, какая сфера проиграла здесь, да, то есть тут все мне очень интересно услышать от вас. Благодарю вас еще раз, благодарю за то, что были со мной на этом раскладе. Благодарю, что сейчас ставите лайк. Мне кажется, что тут очень интересные и умные мысли сейчас нам вложили в наши головы высшие силы. Вот. Очень хочу, чтобы вы приняли все же самое важное, самое нужное, использовали с уверенностью в том, что вы делаете правильно абсолютно все, не винили себя никогда ни за что, а лучше старались сделать так, как по душе, да, по сердцу изначально. Буду прощаться, мои дорогие. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать эти советы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, как хотите. А с вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.